Всем привет! В этом уроке рассмотрим, что такое Docker и как с ним работать. Создадим простое одностраничное веб-приложение и настроим для него необходимое окружение с помощью Docker. Теории будет совсем немного, а кому она не интересна, сразу переходите вот к этой отметке времени. Либо воспользуйтесь тайм-кодами в описании. Ну а я начну сначала. Docker – это контейнеризатор. Он позволяет упаковать любое веб-приложение со всем его окружением и зависимостями в изолированные контейнеры, которых затем можно будет одинаково запускать как на Linux, так на iOS или Windows. Какие преимущества дает нам использование Docker? Первое. Удобство разработки. Вы можете воспользоваться готовыми образами контейнеров под нужные вам задачи, либо создать свои со всеми необходимыми вам настройками. Под каждый проект вы можете создать свой набор необходимых ему контейнеров. Например, вы создаете веб-приложение на PHP, но одно приложение должно работать с веб-сервером Apache, а другое с Nginx. При этом первое приложение может использовать 7-ю версию PHP и MySQL в качестве сервера баз данных, а другое 8-ю версию PHP и MariaDB вместо MySQL. Для этого вы просто создаете все необходимые вам контейнеры и настраиваете их взаимодействие между собой так, как вам нужно. Более того, вы можете создать практически неограниченное количество веб-серверов и даже настроить их общение друг с другом так, как если бы это были сервера на разных машинах. Второе. Удобство масштабирования. Благодаря изолированности контейнеров вы легко можете надстраивать ваше приложение новым функционалом, просто добавляя новые контейнеры. Такой подход позволяет использовать микросервисную архитектуру, при которой каждый сервис отвечает за какую-то свою небольшую задачу, и отказ одного сервиса не повлияет на работу всей системы в целом. Третье. Удобство переноса. Работая над приложением в тестовой среде, вам нет необходимости переживать над тем, как оно поведет себя на другом компьютере. Для развертывания всей системы достаточно просто запустить те же самые контейнеры из уже подготовленных образов. Все зависимости будут установлены в контейнер автоматически, и он будет вести себя точно так же предсказуемо. Четвертое. Безопасность. Контейнеры не имеют доступа к основной хостовой операционной системе и не могут на нее влиять, равно как не могут непосредственно влиять и на другие контейнеры, запущенные в системе. С установкой все просто. Идем на сайт Docker, выбираем операционную систему. Если у вас Windows или iOS, то при нажатии на одну из этих кнопок у вас сразу же начнется загрузка дистрибутива Docker Desktop. Просто дожидаемся окончания загрузки, запускаем полученный файл и следуем пошаговой инструкции установщика. В случае с Linux есть разные варианты. Выберите вашу, либо совместимую с ней операционную систему из вот этого списка. Здесь нам предоставляется установочный пакет и инструкция по его установке. Для Ubuntu, например, нужно настроить репозиторий, скачать установочный пакет и установить его консольной командой под пользователем root. В этом уроке графический интерфейс Docker нам не понадобится. Все команды будут выполняться через консоль, поэтому пользователям Linux не обязательно использовать Docker Desktop, а можно установить только Docker Engine. Выбираем в меню Docker Engine, Install, выбираем платформу. Здесь у нас перечислены способы установки, но самым удобным, на мой взгляд, способом является установка с помощью скрипта. Листаем ниже и находим раздел «Установки с помощью скрипта». Всего две команды. Первая скачивает скрипт, вторая выполняет его. Просто копируем и запускаем. Установка пройдет в автоматическом режиме. Обращу внимание, что обновление докера потом делается штатными средствами вашей операционной системы. Обновлять с помощью скрипта не рекомендуется, так как при этом вы можете потерять важные зависимости. После установки нам в командной строке становится доступна командная утилита Docker. Это Docker-клиент для создания и управления контейнерами. Также мы познакомимся с командой Docker Compose, с помощью которой можно создавать многоконтейнерные приложения, описав конфигурации всех контейнеров в одном файле. В данном уроке мы применим оба способа для работы с контейнерами. Рассмотрим, в каких случаях и почему удобнее применять один и второй способ. Что мы будем делать в этом уроке?
Научимся работать с контейнерами на примере создания одностраничного веб-приложения, которое будет запускаться в браузере на локальном компьютере и выводить различные информационные сообщения, например, о текущих настройках PHP на сервере или некоторую информацию, извлеченную из базы данных. Перед началом работы с докером нам необходимо познакомиться с некоторыми понятиями. Без понимания основ дальше будет двигаться сложнее. Основных определений, которые нам понадобятся, всего 3. Image, контейнер и volume. Image – это образы будущих контейнеров, то есть некие шаблоны, по которым затем создается и запускается контейнер. Их особенность в том, что они неизменяемые. Внесенные в контейнер изменения никак не отразятся на образе, и при перезапуске контейнера из этого образа его содержимое воссоздастся в первоначальном виде. Контейнер – это процесс, который развернули из образа, является дополнительным слоем над образом и предоставляет изолированную среду для работы нашего приложения. Volume – это тома для постоянного хранения информации. После остановки контейнера его состояние не запоминается. Тома позволяют связать директории в контейнере с реально существующими директориями хостовой операционной системы для хранения в них данных, созданных и измененных в процессе эксплуатации контейнера. Такие хранилища могут находиться как на хост-машине, так и на удаленном сервере. Тома могут понадобиться, например, для базы данных, для хранения файлов, загруженных пользователем сайта, для сбора логов сервера и так далее. Нашему приложению понадобятся следующие сервисы: веб-сервер Nginx, база данных MySQL, PHP-MyAdmin для управления базой, а также PHP с менеджером процессов PHP-FPM для выполнения скриптов сайта. Для каждого сервиса мы запустим отдельный контейнер и настроим взаимодействие между ними. Для начала подготовим структуру директорий нашего приложения. В общем случае она может быть любой и ограничена только вашей фантазией и возможностями. Вы можете повторить за мной, а можете придумать что-то свое. Начнем с того, что создадим для проекта отдельный каталог и откроем в нем терминал. У меня это каталог Docker Project. Итак, нам понадобятся следующие директории: www – корневая директория веб-приложения. В ней будут находиться все PHP-скрипты и ресурсы сайта. MySQL Data – директория для физического хранения файлов баз данных. В директории Images будут храниться созданные вручную образы. В частности, нам понадобится собрать образ PHP со всеми необходимыми модулями. Его мы положим в соответствующий подкаталог Images PHP. Образы для других контейнеров будут использоваться готовые, размещенные на Docker Hub. К слову, Docker Hub – это официальный реестр репозиториев образов докера. Если при запуске контейнера подходящий образ не был найден локально, то Docker по умолчанию скачивает его с Docker Hub. Давайте запустим наш первый контейнер – веб-сервер Nginx. Делается это с помощью команды docker run. Команда запускает контейнер из образа image. Вводим команду в консоли. Если такого образа в локальном репозитории нет, то он будет скачан. Контейнер запустился, и мы видим некоторый лог того, что происходит в запущенном контейнере. Но обратно в командную строку мы не попадаем. Давайте завершим данный процесс и вернемся в командную строку. Для того, чтобы запустить контейнер в фоне и иметь возможность что-то еще выполнять в консоли, нужно добавить к команде run опцию D – detach. Вводим в консоли. И теперь мы видим только ID нашего нового созданного контейнера. Образ Nginx уже есть в локальном репозитории, поэтому он повторно не скачивается. Давайте посмотрим, запущен ли наш контейнер. Это делается командой docker ps. Вводим в консоли. Видим наш контейнер. Здесь мы можем определить, что он был запущен из образа Nginx, увидеть текущий статус up, то есть запущен, имя контейнера, а также порты, на которых он работает. В нашем случае это 80-й порт TCP. Но несмотря на то, что Nginx в контейнере слушает 80-й порт, попасть на сервер по этому порту мы извне контейнера никак не можем. И если попытаемся открыть страничку в браузере, то получим такую ошибку.
Для того, чтобы веб-сервер был доступен извне контейнера, необходимо пробросить порт, то есть как бы соединить порт 80 контейнера с каким-то портом хостовой операционной системы, например, с таким же 80 портом. Делается это с помощью опции P. Вводим в консоли. И вот теперь мы можем открыть страничку веб-сервера в браузере. Это дефолтная страница Nginx. Как нам заставить веб-сервер открывать страницы нашего сайта, а не какие-то там дефолтные? Очень просто. Нужно добавить виртуальный хост, а точнее конфиг для виртуального хоста веб-сервера Nginx. Для этого давайте создадим в каталоге проекта файл vhostconf и откроем его в редакторе. Затем добавим такое содержимое. Здесь мы указываем, что слушаем 80 порт. Далее мы указываем, что конфиг обслуживает только запросы, приходящие на имя сервера localhost. Далее указываем индексный файл, то есть файл, открывающийся по умолчанию, если он не указан в адресной строке браузера. И далее указываем корневую директорию сайта, которая затем попадет в PHP-скрипты в виде переменной сервера document_root. Конфиг готов. Осталось каким-то образом передать его веб-серверу внутрь контейнера. Это можно сделать с помощью томов. Тома работают по принципу, похожему на проброс портов, только пробрасываются не порты, а директории и файлы. Здесь host path – это путь к директории или файлу в нашей хостовой операционной системе, а контейнер path – соответствующий ему путь к директории или файлу в контейнере. Давайте укажем том для файла vhostconf в команде запуска контейнера. Здесь etc nginx confd – это директория, в которой Nginx по умолчанию ищет дополнительные конфигурационные файлы, поэтому именно туда мы пробрасываем наш файл конфига. В контейнере я использую имя default.conf, чтобы заменить дефолтный конфиг Nginx нашим файлом. Если этого не сделать, вместо нашей страницы сайта будет отображаться приветственная страница Nginx. При попытке выполнить данную команду мы получаем ошибку, что порт уже занят, а занят он предыдущим запущенным нами контейнером. Тут важно понимать две вещи в принципе работы контейнеров. Первое. Контейнер работает до тех пор, пока в нем запущен хотя бы один процесс. И вторая. Команда run не переиспользует созданные ранее контейнеры. То есть при запуске контейнера с помощью команды run каждый раз создается и запускается новый контейнер. Убедиться в этом можно с помощью уже известной нам команды docker ps. Мы видим два контейнера, и один из них использует порт 80 хостовой машины, так как для него мы делали проброс портов. Именно он мешает нам запустить еще один контейнер. Освободить порт можно, остановив контейнер с помощью команды docker stop. Ей нужно передать ID или имя останавливаемого контейнера. Введем в консоли. Вместо ID-шника контейнера можно использовать его часть, например, первые три символа. Главное, чтобы контейнер с ID, начинающимся на эту часть, был только один. Контейнер остановлен. Убедиться в этом мы можем еще раз, выполнив команду docker ps. Теперь порт не занят, и мы можем запустить предыдущую команду docker run. На этот раз все сработало и нет никаких ошибок. Давайте попробуем открыть страницу в браузере. Видим 404-ю ошибку, страница не найдена. И это хорошо, потому что наш конфиг Nginx подключился и работает. Но веб-сервер не может найти запрашиваемую страницу, потому что ее пока нет. Давайте создадим страницу в каталоге www и добавим еще один том в контейнер. Добавим в файл какое-нибудь содержимое. Не забудем остановить предыдущий контейнер. Сначала я посмотрю, какой у него ID. Нам нужен вот этот контейнер. И запускаем новый. На этот раз мы пробрасываем целую директорию, а не один файл. Обновим страничку в браузере. Все работает. Теперь, если мы будем менять файл index.html в каталоге хостовой системы,
то изменения сразу будут отображаться в контейнере даже без его перезапуска. То есть при создании томов содержимое не просто копируется в контейнер, а линкуется непосредственно из одной директории в другую. Так как мы создаем веб-приложение, то статических HTML-страничек нам будет недостаточно. Нам понадобится PHP для выполнения скриптов, реализации доступа к базе данных и так далее. Аналогично контейнеру Nginx мы могли бы запустить и контейнер PHP из готового образа, но обычно такие образы поставляются в минималистичной комплектации, и большинство возможностей там попросту недоступны. Поэтому нам придется создать свой образ. Создаются образы с помощью описания инструкций по сборке в специальном файле. Давайте создадим его в директории images.php. Имя у файла по умолчанию должно быть Dockerfile. Откроем этот файл для редактирования. Любой образ должен начинаться с инструкции from. В ней мы указываем базовый образ, из которого собираемся создавать наш собственный. Все образы состоят из слоев. Такие инструкции, как from, run, copy и add, добавляют новые слои к нашему образу. Остальные инструкции что-то описывают, настраивают, выполняют команды. Вот список всех инструкций. У нас базовым образом будет PHP 8.1 FPM. Как я уже говорил, в нем практически ничего нет, и все необходимое придется устанавливать вручную. Команды для установки описываются с помощью инструкции run. Для начала обновим репозитории. Затем для примера установим библиотеки curl и git. В базовом образе имеется утилита для установки расширений PHP, поэтому воспользуемся ей в командной строке и установим расширение PDO и PDO-MySQL. Далее для удобства работы с контейнером зададим рабочую директорию. И в конце опишем команду запуска менеджера процессов PHP FPM. Эта команда будет выполнена сразу же после запуска контейнера. Помимо инструкции EntryPoint есть похожая на нее инструкция CMD. Она также выполняет команду после запуска контейнера. Как минимум одна из этих инструкций должна присутствовать в нашем докер-файле. Инструкция EntryPoint выполняется раньше, чем CMD. Если указана только одна из них, то они работают одинаково. Если указаны обе инструкции, то непосредственно исполняемой частью команды является только первый элемент из EntryPoint. Все остальные элементы из EntryPoint, а также элементы из CMD, являются параметрами команды. Но основное отличие заключается в том, что инструкция EntryPoint является не перезаписываемой, а CMD перезаписываемой через командную строку запуска контейнера. То есть, если вы запустите образ с командой, здесь какой-нибудь образ, и после него параметр, например, var www2, то EntryPoint с командой и параметром останутся такими же, как и были. А вот параметр из CMD перезапишется новым параметром, указанным после имени образа. Если бы мы не использовали EntryPoint, а прописали бы всю команду в директиве CMD, то заменилась бы вся команда целиком, а не только ее параметры. Вернем наши команды к исходному виду. Файл нашего образа готов. Теперь его нужно собрать с помощью команды build. Здесь после флага T мы указываем имя будущего образа и тег версии, разделенные двоеточием. Если не указать версию, то образу автоматически присвоится версия latest. Последним параметром указываем местоположение файла Dockerfile, из которого будет собираться образ. Давайте запустим команду в консоли. Посмотреть все имеющиеся, в том числе и только что созданные образы, можно с помощью команды docker images. Вводим в консоли. Давайте также создадим latest версию образа, чтобы нам было легче с ней работать. И снова посмотрим список образов. Видим образ с версией 1.0 и образ с версией latest.
для запуска которого в дальнейшем версию будет указывать не обязательно. Теперь давайте запустим контейнер из созданного образа. Как и ранее пишем docker run detach mod, указываем тома с помощью флага v. PHP должен иметь доступ к файлам сайта, поэтому прописываем tom www public html. И последним параметром указываем имя образа. Через двоеточие опционально можно указать версию. Как я уже сказал ранее, если версию не указать, то будет использован тег latest. Контейнер запущен, и у нас теперь должно быть как минимум 2 одновременно работающих контейнера. Выведем их в список командой docker ps. Нам нужно, чтобы контейнер Nginx умел обращаться к контейнеру PHP FPM, передавать ему запрос на выполнение PHP скриптов и получать результат их работы, чтобы затем вернуть этот результат браузеру посетителя сайта. Из информации о контейнерах для нас сейчас важны порт, на котором сидит PHP FPM, в нашем случае это порт 9000, и IP-адрес контейнера. IP-адрес мы можем узнать с помощью команды docker inspect, в которую нужно передать ID или имя контейнера. Давайте проинспектируем наш контейнер PHP FPM. Я ввожу первые 3 символа ID-шника контейнера PHP FPM. Этот текст в формате JSON содержит все параметры выбранного контейнера. Нам нужен только IP-адрес. И чтобы долго его не искать, передадим ответ docker inspect команде grep и отфильтруем по строке IP-адрес. Запоминаем этот IP-адрес и порт 9000. Они нам понадобятся далее. Чтобы Nginx работал как прокси-сервер для менеджера PHP FPM, давайте отредактируем конфиг виртуального хоста vhost.conf. Здесь мы изменим индексный файл. Теперь это index.php. Затем добавим location для обработки запросов к PHP скриптам. Регулярным выражением мы проверяем, что наш адрес оканчивается на .php. Далее нужно проверить существование файла скрипта, и если такого файла нет, то выполнить внутренний редирект на 404-ю ошибку. Далее нам нужно указать Nginx, по какому адресу ему нужно обращаться для выполнения PHP скриптов. Это IP-адрес и порт контейнера, которые мы выяснили чуть раньше. Также нужно указать индексный файл. Затем подключить файл со стандартными параметрами fastCGI. И дополнительно передать fastCGI параметр script_file_name. Конфиг Nginx готов. Чтобы он применился, нужно перезагрузить процесс Nginx внутри контейнера. Выполнить любую команду внутри контейнера можно с помощью docker exec. Далее нужно передать ID или имя контейнера и указать командную строку, которую хотим выполнить в контейнере. Для начала посмотрим, какой ID у контейнера Nginx. Теперь пишем docker exec, ID-шник контейнера и команду перезагрузки конфига Nginx. Nginx as reload выполнит перезагрузку конфига Nginx без перезапуска самого процесса. Теперь, чтобы убедиться, что все работает, давайте заменим HTML файл в корне нашего сайта на PHP файл и выведем в нем информацию о настройках PHP. Откроем страницу в браузере. Все работает, но как-то не очень удобно каждый раз перед запуском контейнера Nginx проверять, какой IP-адрес у контейнера PHP FPM и менять соответствующий конфиг Nginx. При запуске контейнеров они попадают в дефолтную сеть, в которой к контейнеру можно получить доступ по его IP-адресу, но нельзя по его имени. Чтобы иметь возможность использовать имена контейнеров, нужно запускать их в пользовательской сети, которую перед этим необходимо создать. Для создания сети используется такая команда docker network create и имя сети.
Давайте введем ее в консоли и в качестве имени сети используем, например, Network 1. Посмотреть список имеющихся сетей можно с помощью команды docker network ls. Введем ее в консоли. Видим здесь нашу только что созданную, а также 3 другие сети, которые были созданы ранее по умолчанию. Сети бывают разных типов и предназначены для разных задач. Сеть с именем Bridge – это та самая сеть по умолчанию, в которую попадали все наши контейнеры. Благодаря ей мы могли общаться между контейнерами, зная их IP-шники, но не могли обращаться к ним по имени. Тип сети определяется ее драйвером. Как вы могли заметить, у нашей сети и у дефолтной сети указан драйвер Bridge. Он присваивается по умолчанию любой создаваемой сети, если не указан иной драйвер. Задать тип сети при ее создании можно так. Добавляем опцию драйвер и указываем имя драйвера. Давайте создадим еще одну сеть с явным указанием драйвера. И еще раз выведем список сетей. Как видим, сети Network 1 и Network 2 ничем не отличаются. Создать еще одну сеть типа host или null у нас не получится, так как сети такого типа могут быть только в единственном экземпляре. Сеть host объединяет контейнеры и хостовую операционную систему. Именно в этой сети пробрасываются порты в контейнер, и благодаря ей мы можем достучаться до веб-сервера, вбив в адресной строке браузера имя нашего сайта. Сеть null нужна для полной изоляции контейнеров. В этой сети контейнеры попросту друг друга не видят, а также не соединяются с хостовой операционной системой через проброс портов. Есть и другие типы сетей, каждый из которых предназначен для своих задач. Итак, сеть мы создали, теперь нужно сделать 2 вещи. Первое – это запустить контейнеры в нашей сети, а второе – это дать имена нашим контейнерам для удобства обращения к ним. Для начала давайте остановим все имеющиеся контейнеры. Команда остановки для нескольких контейнеров выглядит так. Docker stop и перечисляем ID или имена контейнеров. Но чтобы не вбивать ID-шники всех имеющихся контейнеров, давайте воспользуемся таким трюком. Список контейнеров можно получить такой командой. Команду docker ps мы уже знаем, она выводит список контейнеров в виде таблички. Параметр q заставляет Docker выводить не табличку, а простой список ID-шников всех запущенных контейнеров. Посмотрим, что вернет эта команда. И теперь, если подставить вывод списка в команду docker stop, то получим команду останова всех запущенных контейнеров. Давайте попробуем. Обратите внимание, что если запущенных контейнеров нет, то данная команда вернет ошибку, что ей не хватает аргументов, так как docker ps в этом случае вернет пустой список. Теперь, чтобы запустить контейнер в нужной сети и с заданным именем, нужно воспользоваться такой командой. Здесь мы указываем сеть параметром network и имя контейнера параметром name. Давайте запустим контейнер Nginx. И аналогично запустим контейнер PHP FPM. Убедимся, что контейнеры запущены и им присвоены новые имена. Видим имена PHP 1 и Nginx 1, значит все отлично. Не забудем исправить конфиг Nginx. Так как контейнер у нас теперь называется PHP 1, и он вместе с контейнером Nginx 1 находится в одной и той же пользовательской сети типа Bridge, то мы можем использовать его имя в качестве сетевого адреса. Перезагрузим конфиг Nginx. Ну и обновим страничку в браузере, чтобы убедиться, что все работает как надо. Как я уже говорил ранее, при использовании команды docker run контейнер создается каждый раз новый. И теперь, когда нашим контейнерам при запуске мы задаем имена, мы можем столкнуться с тем, что имя контейнера будет занято. Продемонстрирую это на примере. Давайте для начала остановим все контейнеры командой docker stop и укажем список контейнеров с помощью команды docker ps q.
А теперь попробуем снова создать контейнер Nginx той же самой командной строкой, которую мы использовали в последний раз. Docker не сможет запустить контейнер и покажет нам ошибку. Такое имя контейнера уже занято. В самом деле, контейнер Nginx 1 у нас хоть и не запущен, но он существует. Список всех контейнеров, в том числе неактивных, мы можем посмотреть с помощью команды docker ps с опцией A. Давайте введем команду в консоль и посмотрим, каких контейнеров мы уже понасоздавали. Вот тут мы видим наши контейнеры PHP 1, Nginx 1 со статусом Exited, то есть из них был выполнен выход и контейнеры остановлены. Если вы не вносили никаких изменений в контейнер и не меняете команду запуска, то нет смысла пересоздавать новый контейнер. Вы можете просто возобновить работу уже имеющегося. Для этого есть простая команда docker start, после которой нужно указать ID или имя контейнера или же нескольких контейнеров. Давайте выполним эту команду для контейнеров Nginx 1 и PHP 1. На всякий случай убедимся, что все работает, и обновим страничку. Но как быть, если вы хотите что-то поменять в команде запуска контейнера, например, добавить пробрасываемый порт? Для того, чтобы пересоздать контейнер с тем же именем, вам придется удалить старый. Для этого есть команда docker rm, то есть remove. Попробуем удалить Nginx 1 и PHP 1. Но если удаляемый контейнер сейчас запущен, то вы получите ошибку «Нельзя удалить запущенный контейнер». Поэтому вам придется либо предварительно останавливать запущенные контейнеры командой docker stop, либо воспользоваться опцией F, то есть force, или принудительной остановкой и удалением контейнера. Удалим наши контейнеры. Теперь пересоздадим их командой docker run. На этот раз никаких ошибок и конфликтов имен при запуске не возникло. Но наш сайт почему-то не работает. В первую очередь давайте посмотрим, запущены ли наши контейнеры. Видим контейнер PHP 1, но нет контейнера Nginx 1. Давайте посмотрим все контейнеры командой docker ps с опцией A. Здесь мы видим контейнер Nginx 1, но он не запущен, и его статус Exited. Циферка 1 означает, что выход и остановка контейнера произошла из-за какой-то ошибки, произошедшей внутри контейнера. Давайте посмотрим логи данного контейнера. Это можно сделать с помощью команды docker logs, после которой нужно указать ID или имя контейнера. Введем в консоли. И видим, что Nginx столкнулся с ошибкой в файле конфига виртуального хоста, а именно то, что такого хоста, как PHP 1, на момент запуска контейнера Nginx 1 еще не существовало. И действительно, ведь мы сначала запустили контейнер Nginx, а затем PHP FPM, а значит нужного хоста еще не могло существовать. В таком случае нам нужно всегда строго соблюдать последовательность запуска контейнеров. Давайте остановим все контейнеры и запустим их в верном порядке. Проверяем сайт. Теперь все работает. С первыми двумя контейнерами схема их взаимодействия друг с другом и хостом была простой. Хост по 80-му порту обращается к контейнеру Nginx, тот в свою очередь запросы к обычным файлам обрабатывает сам, а запросы к PHP скриптам, действуя как прокси-сервер, перенаправляет на 9000-й порт контейнера PHP FPM. При добавлении новых контейнеров схема немного усложняется. Здесь контейнер phpMyAdmin сам по себе является веб-сервером. Ему мы в дальнейшем пробросим порт 1500. Вы можете использовать любой незанятый порт, но не забудьте, что именно его нужно будет добавлять к адресной строке в браузере, чтобы попасть на веб-сервер данного контейнера. Контейнер phpMyAdmin будет связан с контейнером MySQL, так как должен непосредственно иметь доступ к базам данных. Также я указал здесь связь контейнера PHP FPM с контейнером MySQL, так как скрипты нашего сайта тоже должны иметь доступ к базе данных. Контейнер базы данных использует стандартный порт 3306.
Теперь давайте создадим и запустим контейнер MySQL. Все как обычно. Docker run, D для detach режима. С помощью опции V прописываем tom. В папке MySQL Data у нас будут физически храниться файлы баз данных, которые в контейнере располагаются в директории var lib MySQL. Сеть указываем уже имеющуюся, network 1. Имя контейнеру дадим MySQL 1. И в конце имя образа MySQL. Порты наружу пробрасывать мы не будем, так как доступ к серверу MySQL у нас будет только из локальной сети Network 1. Такого образа, как MySQL Latest, у нас еще нет, поэтому он скачивается с Docker Hub. По окончании загрузки контейнер запускается, но давайте посмотрим, работает он или нет. Видим, что контейнер имеет статус Exited, а значит произошла какая-то ошибка. Проверим логи. Сервер нам говорит, что должна быть указана одна из обязательных переменных. Либо пароль для root пользователя базы данных, либо разрешение на использование пустого пароля, либо использование случайного пароля. Указать переменную среды в команде докера можно с помощью опции i, вот таким образом. Здесь мы пишем имя переменной, а после знака равно ее значение. Давайте для начала удалим созданный ранее контейнер. А теперь запустим, добавив в переменную MySQL root password. Проверим, работает ли контейнер. Статус up, а значит контейнер теперь не вылетает с ошибкой. А теперь давайте проверим, есть ли у нас доступ к базе данных из контейнера PHP FPM. Для этого в индексный файл нашего сайта вместо PHP info добавим подключение к базе данных с помощью PHP PDO. Создадим переменные user и pass. Логин и пароль у нас root. Далее пропишем DSN. Это строка подключения к серверу баз данных, содержащая в себе все необходимые для настройки подключения параметры. В качестве хоста пропишем MySQL 1. Так как подключение у нас тестовое, то для примера приконнектимся к имеющейся по умолчанию на сервере базе данных Information Scheme. Кодировка UTF-8. Далее создаем новый объект PDO и передаем ему строку подключения DSN, имя пользователя и пароль. Теперь давайте извлечем какие-нибудь данные из базы, например, первую строку из таблицы Tables, ну и выведем их с помощью функции printr. Сохраняем файл и обновляем страничку на сайте. Здесь я ошибся в названии базы данных, давайте исправим. Снова сохраняем и обновляем страницу. Как видим, данные из таблицы извлекаются, а значит подключение между контейнерами настроено правильно, и веб-сервер MySQL работает. PHP-MyAdmin – это веб-приложение, написанное на PHP и предназначенное для управления базами данных MySQL. Оно представляет собой веб-интерфейс, позволяющий выполнять все действия с базой через браузер, в том числе запускать SQL-команды, просматривать содержимое таблиц и баз данных, сохранять и загружать дампы в формате SQL, выполнять оптимизацию, настройку таблиц и многое другое. На Docker Hub для него есть готовый контейнер, сразу содержащий в себе и интерпретатор PHP, и веб-сервер для доступа к веб-интерфейсу PHP-MyAdmin. Давайте создадим контейнер. Docker run, detach, пробрасываем порт, как я говорил ранее, 1500, внутренний порт 80. Здесь нам нужно указать переменную среды PMA host, для того, чтобы контейнер PHP-MyAdmin знал, к какому хосту обращаться для доступа к базе данных. У нас это MySQL 1. Далее указываем сеть. У нас это сеть Network 1. И имя контейнера
php myadmin 1. И в конце нужно указать имя образа. php myadmin. Закачивается образ с Docker Hub. И проверим, запустился ли контейнер. Статус up. Контейнер работает. Попробуем зайти в интерфейс php myadmin. Для этого вбиваем адрес localhost и порт 1500. Пароль и логин вводим root. И попадаем в основной интерфейс php myadmin. Docker Compose позволяет задать конфигурацию сразу нескольких контейнеров, а также сетей в одном файле. Конфигурационные файлы для Docker Compose описываются на языке разметки YAML. И все, что мы делали до этого в командной строке, здесь можно описать в одном файле, а потом выполнить его с помощью Docker Compose. Это очень удобно. Давайте заново создадим контейнеры Nginx, PHP FPM, MySQL и PHP MyAdmin, а также сеть для них, но уже с помощью Docker Compose. Итак, создаем новый файл, называем его Compose YAML. В первую очередь давайте опишем сеть, в которую будут входить наши контейнеры. Задается она с помощью ключевого слова Networks. Пусть это будет сеть Network 2. Пропишем также имя сети еще и в параметре name. Если этот параметр опустить, то имя сети сгенерируется автоматически и будет что-то вроде Docker Project Network 2, что не очень удобно использовать в дальнейшем. Драйвер сети можно не указывать, так как по умолчанию ей будет присвоен тип Bridge, а это как раз то, что нам нужно. Далее нам нужно добавить описание всех наших контейнеров. Делается это с помощью директивы Services. Каждый сервис затем преобразуется Docker Compose в командную строку создания, запуска или перезапуска контейнера. Выполнение этих команд будет происходить скрытно, а нам покажут лишь результат их работы. Теперь заполним конфигурацию сервиса Nginx 2. Укажем имя контейнера в параметре ContainerName. Если его здесь не указать, то оно сгенерируется автоматически из имени сервиса в виде Docker Project Nginx 2-1. Образ берем Nginx последней версии. Тег Latest можно не указывать. Проброс портов делаем как и раньше, с 80-го внешнего на 80-й внутренний. Укажем используемые тома. vhostconf для конфига виртуального хоста Nginx и www для скриптов сайта. И добавим наш контейнер в сеть Network 2. Далее заполним конфигурацию сервиса PHP 2. Укажем имя контейнера. Здесь мы, так же как и ранее, используем собственный образ, но билдить отдельно нам его не нужно. Достаточно прописать в параметре build путь к файлу Dockerfile. Docker Compose при необходимости выполнит билд самостоятельно. Здесь я не буду повторно рассматривать настройку Docker файла, мы просто используем тот же файл, который создали ранее. Вы можете освежить его в памяти или посмотреть, если пропустили эту часть урока, перейдя на главу Container PHP. Далее мы указываем том www для хранения файлов сайта. И сеть Network 2. Теперь перейдем к сервису MySQL 2. Зададим контейнеру имя. Образ возьмем прежний, MySQL последней версии. Укажем том для хранения файлов баз данных. Учтите, что два MySQL контейнера не могут одновременно работать с одной и той же директорией для хранения базы данных, поэтому перед запуском нам необходимо будет остановить все старые контейнеры. Далее укажем переменную окружение для пароля пользователя root с помощью ключевого слова environment. И сеть Network 2.
И последний сервис phpMyAdmin 2. Имя контейнера phpMyAdmin 2. Образ phpMyAdmin. Пробрасываем 1500 порт хоста на 80 порт контейнера. Задаем переменную среды PMA-host равную MySQL 2, чтобы указать phpMyAdmin, на каком адресе находится сервер баз данных. Сеть все так же Network 2. Теперь, чтобы контейнеры запускались в правильном порядке, нам нужно задать очередность их запуска. В Docker Compose это делается с помощью параметра depends_on. То есть мы указываем контейнеру, от каких других контейнеров он зависит. И тогда Docker Compose автоматически определит приоритет запуска так, чтобы контейнеры, от которых зависит данный контейнер, запустились перед ним раньше. К примеру, контейнер Nginx у нас зависит от контейнеров PHP и MySQL. Обратите внимание, что в depends_on указывается не имя контейнера, а имя сервиса, отвечающего за искомый контейнер. Это важно, если у вас имя контейнера и имя сервиса различаются. У меня же для простоты они совпадают. Далее пропишем остальные зависимости. Контейнер PHP зависит от MySQL. phpMyAdmin также зависит от MySQL. Так как имена контейнеров у нас изменились, нужно еще поправить конфиг виртуального хоста. Значение параметра fastcgapass заменим с PHP 1 на PHP 2. Порт остается 9000. А также в файле index.php нужно в строке DSN изменить хост с MySQL 1 на MySQL 2. Теперь, чтобы у нас не было никаких конфликтов, давайте остановим все старые контейнеры. Теперь можно запускать новые контейнеры через Docker Compose. Делается это с помощью такой команды. Docker Compose App поднимает контейнеры, автоматически подгружая файл compose YAML из текущей директории, а опция D позволяет запускать все контейнеры в Detach Mode. Выполним команду в консоли. Видим, что у нас есть ошибка в файле compose YAML. Давайте посмотрим. В подобных файлах разметки очень важно соблюдать отступы. В данном случае у меня здесь неправильные отступы вот у данной секции. Все это должно быть внутри секции Nginx 2. Я добавляю отступ в виде 2 пробелов и попробуем еще раз запустить Compose App. Видим, какие контейнеры и в каком порядке у нас запустились. Теперь можно проверить работу главной странички сайта по адресу localhost. Также давайте проверим, работает ли phpMyAdmin. Похоже, что все работает как надо. Давайте вкратце подытожим, какие преимущества дает тот или иной метод запуска контейнеров. Очевидно, что Docker Compose позволяет просто и в одном месте настроить параметры сразу нескольких контейнеров и запускать их как единое приложение. В командной же строке приходится прописывать все параметры при каждом запуске, и сложнее уследить за ними и ничего не потерять по пути. С другой стороны, Docker, в отличие от Docker Compose, дает возможность индивидуально управлять каждым контейнером или образом, не затрагивая остальные. К тому же, благодаря использованию командной строки, его можно применять в различных shell-скриптах. При этом практически все возможности Docker реализуются одинаково и тем и другим способом запуска контейнеров. Но есть и отличия. Например, как мы уже убедились, зависимости контейнеров можно задавать только в Docker Compose. В случае же простого Docker клиента контейнеры приходится запускать в правильной очередности. Так как Docker Compose является просто оболочкой для удобного управления сразу несколькими контейнерами и сетями, то такие команды как docker ps, docker stop, start, rm и так далее абсолютно также будут работать и с контейнерами, созданными Docker Compose. А у меня на этом все. Не забывайте подписываться,
Увидимся в следующем уроке. Пока!